что-то не понял, что это было. Мне нравится. Мне нравится, нормально. Теперь, что они говно. Они говно, да? Да, эти машинист все занавесил, из того убрал. Вот, на того посмотреть. Но это хороший вот тип собаки стоит, потому что зала снимают, занавешивают полностью. Предлагаю сейчас пойти за товаркой и за товаром там посмотреть вообще, что происходит. Я думаю, можно подождать буквально 30 минут и делать, потому что они занавешены полностью. Они даже не будут знать, что это все, короче, кукушка уехала. Она может уехать. Самая прикольная тема в том, что мы можем воспользоваться моментом и по классике зайти с горочки, пока нет кукушки, чтобы нам не пришлось заходить с мордой полиции. Надо воспользоваться чисто моментом. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяный, вечно молодой. Все хорошо, давай. На парковке мусорам, говорит, но рисуйте, но не должен. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Главное правило, которое я очень понял по жизни. Нет своей машины, прыгни в такси, насколько у тебя есть денег. Просто отъедь от этого места. В другой район это уже поменяет суть дела. Почему у меня жизнь ночью? Главное съебаться. Зерна упали в землю, зерна просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Сталь между пальцев, сжатый кулак, удар выше кисти. Алло. Ну скажи, зайди туда, где взвешивание. Скажи, мне нужна карточка. Вот все, берете, заполняете и меня ждете. Сейчас буду. Апперкот! Готовь апперкот! Сбивайся, взрыв! Боксом я стал заниматься только для того, чтобы отстаивать свои ветки, на которых наша команда всегда рисовала. Спустя годы, много лет, я понял, что я хочу тренировать детей. Такие бывают случаи, что другие райтеры приводят уже своих детей ко мне в зал, и я их тоже тренирую. На самом деле это очень добрая и дружеская атмосфера, она до сих пор сохраняется. Я очень рад, что так все получилось у меня в жизни. Очень похоже на ощущение перед нападением. Это легкий мандраж, но когда начинается сам процесс, все становится на свои места. Конечно же, важно быть полностью готовым, как творчески, так и функционально, потому что подготовка спортсмена может помогать в акции убежать, побежать, догнать, бежать, дать.
не средство, не новое, а заново. Один и об одном: дорога мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Хочу всем показать своим собственным примером то, что граффити не является нищим общества, когда нас позиционируют ворами, преступниками и прочей нечистью. Среди нас есть ребята, которые используют эту субкультуру для трамплина. Поверьте мне, пробиться в граффити не так просто, как кажется. Это не просто рисовать баллонами на улице бездумно. Вы должны войти в эту субкультуру, соблюдать законы, каноны, порядки и правила. Чтобы их соблюдать, нужно быть, прежде всего, достойным человеком. Соблюдайте понятие правил граффити-культуры, вас признают. Если вас признают, сможете добиться чего-то не только в граффити. Что, с мобилы порисовать? Так, блядь, с музыкой, столько народу, просто пиздец, блядь. Это не граффити уже, блядь, это какая-то, блядь, просто, сука, тусовка, блядь. Что такое, блядь? Это брейк-дэнс. Давайте брейк-дэнс кто-нибудь танцуйте, пацаны, блядь. Где мангал, блядь, где шашлыки, сука, пиздец. Вы что делаете, блядь? Я в шоке, блядь, я в шоке, блядь. Россия, матушка, блядь, просто пиздец, блядь. Родина, еду я на родину, пусть кричат уродина, она нам нравится, хоть и не красавица, сволочь и доверчива, она к нам Эй, начальник! В Гамбурге ничего не меняется. Камуфляж, блядь, камеры, блядь, охота, блядь, вся эта хуйня. Да, слежка наружная, блядь, все так, как есть, так есть. Но это за теми, кто очень сильно активен. Около дома стоят, смотрят, следят, все это, оно как было, так и есть, ничего не изменилось там нового. То есть нарисовать метро вообще не сложно. Там 10 минут в любом месте можно сделать. У меня все времена есть, это все такое. Мне не интересно рисовать 10 минут, я хочу рисовать 40. Я уже давно не помню, когда я последний раз рисовал метро нормальной краской. Мы рисуем метро только не вонючками, как бы только водой. Водой, блядь, ты вынужден дольше рисовать. Она быстро не льет. Она не льет, там пылить нужно, да, там ты, там свои нюансы, врубаешься. И там, по идее, нужно минимум полчаса, нужно нормально, чтобы как-то более или менее оно было. Много забираю, очень много. Sottie, kim бере булати, я не здамся без бою, я не здамся без бою. Слушай, а что сейчас машинисты, что они сейчас? Ну, они сейчас не бунтуют, с нами не дерутся, типа, но они вызывают мусоров, им дали указ, типа, сразу звонить в мусарню.
Типа, если он не въебал заявление в мусарню, то ему пизда, и с него снимают потом всю хуйню. А это с метросом что? Билетов нет вообще. Да. Типа только в один конец, понял? Тяжело очень подойти к поездам, потому что датчики везде поставили, и не только в шахтах, а возле морд поездов, понял? Ночью никто не имеет права ходить под поездом, ни лисы, никто. Я не знаю, что в этот тоннель заходить типа нельзя. Ну и попробуй подойти к этой морде, понял? Я немножко ушел от метро, борьба с терроризмом дает о себе знать. И уже рисование на метро превращается не в граффити-акцию, а в какой-то разбой, грабеж, залаз. Все-таки я считаю, что почувствовать граффити, именно бомбинг, можно сейчас только на электричках, где можно спокойно порисовать, выразить то, что ты хочешь, а не думать о том, что тебя найдут или тебя поймают, и ты можешь получить реальный срок за это. Я хочу также рисовать с граффити-райтерами и общаться с ними на нормальной, позитивной волне, а не так, что мы встречаемся, ломаем, крушим, залезаем, уходим и больше потом на эту тему не общаемся. Мне это не интересно сейчас. Не для меня приюты сна, не для меня цветут сады, а для меня кусок свинца. Он и в тело белое бьется, рождет меня. Мое творчество, так называемое, даже на поездах или на стенах нелегально, оно мне помогает и даже в тренерской деятельности. То есть я очень серьезно увлекаюсь психологией детей, чтобы у них был результат в спорте, в боксе. Я прошу детей мне принести их рисунки из школы, либо прошу что-то нарисовать, тем самым по линиям, по цветовым решениям. Я могу оценить, что у них происходит дома, какая у них обстановка напряженная, позитивная. Даже вот элементарно смотреть за рисунками одного райтера можно там пару лет понять, что у него происходит в жизни, либо что у него не происходит. То есть либо по сумбурности линии, по остроте линии можно понять его характер. Мне это очень-очень-очень серьезно помогает в тренерской деятельности. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю. В строю.
граффити есть два направления. Это ремесло и творчество. Ремесло — это когда райтер поставил на конвейер свои рисунки и ничего не меняет в них. Он просто тупо исполняет одно и то же. Также можно сказать и в спорте. Ты можешь одними и теми же приемами решать свои поединки, а можешь каждый раз подстраиваться под соперника. Когда ты подготовлен хорошо по боксу или кикбоксингу, то ты уверенно выходишь на платформу и знаешь, что тебе не угрожает ни охрана, ни машинисты. Но я стараюсь лучше избежать драки с охраной или с машинистами. У них своя работа. Я не хочу, чтобы они страдали от того, что я что-то хочу нарисовать. Вот я считаю, что лучше всего убежать, поэтому я каждое утро бегаю кросс, чтобы хорошо бегать. А если я бы этим не занимался, я бы не был так уверен в себе, и половину моих акций я просто бы трусил бы, потому что я не был бы уверен. Я считаю, что граффити должно быть трамплином по жизни для того, чтобы вы могли реализовываться через граффити в своих каких-то других направлениях. Немножко отдалились от алкоголя, наркотиков, приближались к сильным райтерам, которые вас поведут за собой, и вы в конечном итоге добьетесь чего-то интересного в жизни, а не только тюремного срока или того хуже смерти. Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Хочу своими рисунками радовать обычных людей, которые видят утром рисунки на электричках или там на метро. Поэтому я чаще всего подбираю приятные гаммы, стараюсь рисовать много-много эскизов. Прежде всего я хочу, чтобы граффити несло позитив обществу. Вот, чтобы о нас не думали, что мы какие-то отщепенцы или преступники. Многие ребята приходят в зал, и я даю им шанс уйти от преступности, наркотиков, алкоголя. Себя ограничиваем в чем-то и пытаемся правильно жить. Один из главных факторов, которых сейчас мной управляет, это выступить на турнире Bomb the Ring и показать всем, что я еще чего-то стою в этой жизни помимо граффити. Подойди ближе, еще руки выше. Это мое шоу, зажигает огни, наводит шороха. Я не пропал проводом, а пропах порохом. Подойди ближе, еще руки выше. Это мое шоу, зажигает огни, наводит шороха. Я не пропал проводом, а пропах порохом. Заряжайся, мой поток потоком, как рокот громкий и легкий, как локон. Еще в пеленках у истоков самый сок и далеко до стоков уцененных строк. Слишком рано почивать на лаврах. Вставай! Мы покорим этот мир, just try. Не лови мышей, не жалей ушей, шеи. Давай, от души раскачаем качели, чтобы те, кто встали на это, подсели.